Здесь интересная история с этими отливами. Сейчас вот видите, это одна пляжная линия. Время 10 утра. А где-то уже часов в 5 вечера она уйдет метров на 15 вода. И будет другая пляжная линия. Друзья, всем привет! Большая Камбоджа на связи, Александр. Я сейчас нахожусь на острове Ко Хронг и отправляюсь на остров Сан Лаем. Вот этот любезный француз меня отвезет. За $30 индивидуальный трансфер. Можно добраться за $5, но тут нужно по времени в 7 утра, потом в 3 дня. Там непонятно, то идет, то не идет. Либо за $10 договариваться с катерами. Но я выбрал такой нелегкий путь. 7 километров нужно будет идти до основного пляжа. И там еще идти. Ну, будете смотреть, как будет проходить мой путь на этом острове. 60-очка у него мотор. Все такие позитивные тут островитяне, как видите. Сейчас мне нужно разменять $100. Я говорю, то там сдачи не будет. Отправляемся в путь. Немножко лодочка такая небольшая. Волнение все-таки на море, видите, какое. Здесь как бы в бухте не очень, а там посильнее волны будут. Друзья, небольшое отступление. Хочу вас познакомить с одним очень интересным каналом, который называется «Отец и сын». Иван с отцом продали все имущество в России и уехали жить на Филиппины. Там Ваня познакомился с филиппинкой, и они поженились. В один момент Ваня с отцом уехали с Филиппин, и сейчас из-за пандемии не могут туда вернуться. В последнее время они путешествуют по миру и ждут, когда Филиппины откроются. А в данный момент они находятся в Африке и погружены в местную жизнь изнутри. Ссылка на канал будет в описании, и передавайте привет от Большой Камбоджи. Where are you from? I'm from Russia. From Russia? Yeah. Ah, спасибо. Just this. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Сан Лаем – третий по величине остров Камбоджи, расположенный в Сиамском заливе в 23 километрах от курортного города Синоквиль. Название острова Сан Лаем можно перевести как «трудно различимый». Во многом Сан Лаем напоминает своего северного брата остров Ко Хронг. Сложный коренными породами остров имеет преимущественно холмистый рельеф с несколькими горами умеренного размера. Остров практически полностью покрыт густыми джунглями. Береговая линия представляет собой пляжи, отделенные друг от друга каменными утесами. На западном побережье расположено 3 больших пляжа. Восточное побережье обращено к материку, меньше подвергается воздействию муссонов и характеризуется наличием заливов и мысов. Наиболее живописным местом является закрытая бухта Сарацин, имеющая форму полумесяца с внутренним диаметром 3 километра. Бухта названа в честь британского исследовательского корабля «Сарацин». На острове расположено 3 небольших рыбацких деревни. Во времена французского протектората на острове была построена сеть автомобильных дорог, которая к настоящему моменту полностью поглощена джунглями. О французском периоде правления напоминает лишь маяк, расположенный в южной оконечности острова. Туристический сектор на острове начал стремительно развиваться в 2014 году. Было построено более десятка отелей разной категории. При этом основной вид построек – туристическое бунгало. Основным местом прибытия туристов с большой земли является бухта Сарацин.
Thank you so much. Thank you. Have a good day. Yes, good luck to you go back. Cambodia. Welcome. Yeah. Какой веселый парень. Let's go. Давай, let's go. Я в этой части острова вообще первый раз. Потому что я на самый хороший пляж иду. А здесь вот тоже, оказывается, такая деревня. Ну, пляж тут такой не очень. Даже какие-то бунгало, ресторанчики есть. Ну что, отправляемся в путь. Путь долгий. Я специально такой себе взял путь. Испытать себя надо. Интересно просто. Ну и вы узнаете, что тут за путь, если с этой части Сан-Лаэма идти на пляж туда, на Сарацин-Бэй. Такая часть острова. Ну, тоже что-то есть. Смотрю, вот гестхаус, ресторан. Ну, пляж тут однозначно ни в какое сравнение не идет, по крайней мере, с коронговскими пляжами и с пляжем Сарацин-Бэй, который здесь есть. Хотя вот иностранцы, я тут вижу, может, они здесь и живут постоянно, я так понял. Европейцы. Вот видно европейцы, которые здесь. Небольшая, как видите, здесь деревня. Рыбаки живут и совсем немножко иностранцев. Так, ну а мне нужно продолжать путь. Это для меня неизведанная зона, я здесь не был ни разу еще. Тут, смотрите, я иду, такие интересные домики. Это, по-моему, отель. Вот такой ресепшн у него прикольный. Эко. Да, отель. Но вообще здесь красиво. Конечно, пляж не самый лучший. Но тут чувствуется такая вот уединенность. Все-таки это остров уединенный. Какие-то жилища встречаются. Живут люди. Наверное, рыбаки. Слева море, справа джунгли. Да, вот эта часть острова необитаема, тут никто не живет, только есть тропинка. Смотрите, это с моря весь пластик вылетает. Он же как-то оказывается в море и потом оказывается здесь. Не самая красивая картина. Даже какой-то холодильник вот. Белый песок даже внутри острова. Видно следы от мотоциклов, от мотороллеров. Но достаточно редко, когда тут ездят. Такое специфическое удовольствие идти в самый солнцепек. Сейчас 12 часов. Это самая солнцепечная история. Непроходимые джунгли острова являются идеальной средой обитания для большого разнообразия эндемичных видов беспозвоночных. Позвоночные менее распространены.
Земноводные пресмыкающиеся наиболее многочисленно представлены в пресных водоемах острова. В реках и прудах представлено множество пресноводных рыб. На острове обитают туканы, зимородки и скобы. Также на острове обитают макаки и представители отряда грызунов. Ну что, друзья, мой поход до моего пляжа, до Сарацена, не получился, потому что здесь, говорит, нет вообще дорог. Мне сейчас сказали, они дорог нет, и все. И такси тоже нет. Это то ли какая-то военная часть, я так и не понял. Тут чуваки в этих камуфляжных штанах. Говорит, тебе нужно вернуться назад. Из того же порта ты должен будешь поехать уже тогда на этот пляж. Это, конечно, очень серьезная нестыковка. Ну что придется делать? Возвращаемся. Странно, я спросил у француза про дорогу, сказал, да, дорога типа есть, может дойти. У этих спросил, дороги нет. Ее действительно нет, я просто нигде ее не видел, даже просто какой-то обычной тропинки, которая куда-нибудь в сторону отходила. Ну что, ничего, получили опыт, прогулялись по острову. Теперь нужно будет искать такси-бот, чтобы он меня до моего пляжа довез. Так что вот так вот тут бывает тоже на островах, друзья. Какое дерево интересное, прям смотрите. Ну вот, нашел такси. За $15 они мне сказали, меня отвезут туда. По факту надо было ехать, там мне чуваки за 35 предлагали. А я что-то с французом с этим заехал сюда за 30. Они предлагали за 35 сразу же в конечную историю. Ну, либо надо было за $5 ехать в 7 утра или в 4 дня. Окей. Купил себе на обед вот манго, килограмм $2. Очень вкусная. Ну что, прощаемся с этой частью острова. Вон туда я уходил далеко, аж за гору за ту, по бездорожью. А дороги не нашел. И отправляемся на мой пляж. Вот мое такси. Так что, ребят, если что, в любой ситуации можно взять такси и уехать. Ну, вот придется переплачивать. На море волна! Ветерок дует хороший. Я думаю, минут 30 точно будем идти. Мы прибыли, но он запарковался в самом начале пляжа, потому что я говорю, давай хоть на тех пирсах, потому что мне до отеля вон туда идти. Он говорит, там волна большая. Я вот сейчас еще раз посмотрел, сколько мы проехали и сколько бы мне нужно было идти. Все-таки идея была абсолютно невыполнимая, поэтому такие риски получились, но ничего, зато как бы получился опыт. Вы посмотрели, что есть, кстати, с той части острова. Какая здесь высадка, приходится идти вот так прям. Так. Бай-бай.
До отеля мне идти 1,5 километра. 15 минут написал Google. Ну вот уже отели начинают идти вдоль пляжной линии. Хорошие отели, но людей мало. Смотрите, никого нет на пляже вообще. Чистый пляж, убирают здесь. Здесь, кстати, много приличных отелей. Белый песок. Здесь более уединенный такой отдых. Тут, как видите, никого нет. Туристов даже нет. Прикольные здесь такие вот кафешечки. Хумус даже есть. Здесь вот есть люди. Одно место прям заполненное людьми. Пожилыми иностранцами. Собак, райская жизнь. Лежу, расслабляюсь, да? Вот у них можно здесь и на рыбалку, и просто прокатиться, и планктон посмотреть. Очень, кстати, вот цивильные отели и с бассейнами, и лежаки тут у них, и чистота. Есть люди, но людей мало. Прям красиво здесь. Да, вот здесь прям видно уровень. Бассейн. Здесь, смотрите, такие фонтанчики. Я даже на букинге не видел этот отель. Интересно, сколько он стоит. Сейчас посмотрю, скажу вам. Так, это мой отель. Ресепшн. Кажется, в отеле вообще никого нет. Я буду один жить. Немножко у них тут с запустением. С каким-то. Сделаю, друзья, обзор сейчас вам бунгало, в котором живу. Такие вот бунгало.
Здесь зону можно посидеть. Либо можно полежать. Номер в камбоджийском стиле. И какой деревянный тут потолок. Красивый. Диванчик, стол, стул. Ну, оснащен как надо. Розеточки, все и все есть. Прям, мне прям нравится. Сейф есть. Очень хорошая ванная комната. И сантехника качественная. И даже ванна есть. Вот, я удивлен, прям есть ванна, да, и душ хороший. Тут вот такое окно можно смотреть и туда, и сразу и на пляж. Цена отеля, ребята, $75 стоит отель. Завтрак включен. Отличный. Смотрите, территория у них большая. Сразу у тебя выход к морю, вот выходишь и идешь купаться. Что я сейчас и буду делать. Качели, лодки. Уединенный отдых, друзья, здесь уединенный. Вот на этом острове, на Сан-Лаэме, все-таки больше уединения. Хотя на Коронге тоже такие места есть, где нет никого. Надо обязательно искупаться. Пошел отлив. Друзья, сюда с детьми нужно приезжать. Я вот отошел метров 20 уже от берега. А мне воды по колено. Просто по колено. И вода какая-то что-то мутноватая сегодня. Ну, потому что тут было волнение большое. Только сейчас, смотрите, уже начинает штиль. Завтра с утра, наверное, будет хорошо. Видите, люди там тоже стоят далеко и вот по пояс. Я отошел 30 метров. Мне еще только по пояс, наверное. Вот на таких лодках ребята попадают. Но лодки уже более большие, которые стоят вот на рейде. Вода, конечно же, теплая, можно сидеть час. Смотрите, какая большая птица. Это туканы. Я их видел уже. Вот, наверное, не видно вам. Вон он прям полетел. Здоровый такой. И тут их прям вот... Я уже несколько раз их увидел прямо здесь. А еще я их видел на Кохронге. Тоже они летают. Уединение с природой у нас тут. Смотрите, как отлив отступил. Отступила пляжная линия. Ну тут полный релакс, ребята. Полный релакс. Спокойно, тихо. Я сейчас пошел туда поужинать. Там несколько ресторанчиков есть. Ну, здесь тоже есть, вот наш ресторан тоже, кстати, у него хороший рейтинг. Ну, хочу сходить туда посмотреть. А здесь вот строится еще отель. Смотрите, крабы мелкие тут раскопали ямы, вот он все.
Только море и немного людей. Собака вот лежащая, расслабляющаяся здесь. Да, Барбос? Хозяева сидят, скучают, никого нет. Вот так выставляют столы и буду делать барбекю. У них тут морепродукты. Стандартные, как и везде. Самое удобное сиденье вот там, это там прямо. Так, я здесь заказал, значит, вот этих вот ракушек, кальмара и креветок. И они сделают мне барбекю. Еще вот у них есть рыба, тилапия, но они говорят, что это красный снайпер. Я говорю, нет, это не он. А я говорю, он из моря? Нет, она речная. Я говорю, ну конечно, что вот на море, представьте, живем на море, они привозят это сюда. Вот такой момент. Так, ну вот принесли вот такое блюдо из морепродуктов. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Поддержите труды лайком, оставьте комментарий. А кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Скоро будет вторая часть про остров Сан-Лаем.